Patrick Lancaster, and right now we are in the center of Donetsk once again. This is Lenin Square, and today we are going to be... I'm Patrick Lancaster, and we are in the center of Donetsk once again at Lenin Square. Now, Donetsk is the capital of what was internationally and сейчас internationally recognized as the Donetsk region of Ukraine. But the fact is, in 2014, Donetsk was one of the two regions that had a referendum to break away from Ukraine, where the local population went and voted to break away from Ukraine. I was here at that referendum. I showed you that. And it's also one of the four regions that had a Russian-backed referendum to join Russia last September, and is one of the four regions that Russia has officially claimed as part of Russia. Now, we're here today to talk to the local population here about what they think of the fact that today Finland officially joined NATO. We want to get their reactions to this and just kind of get a little bit of insight in the mentality of the people here on the ground, because the vast majority of the people that live in this region are ethnically Russian. So we want to give their opinion of how it affects them that Finland joined NATO today. So please like, share, subscribe, and remember, we're totally independent crowdfunded journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description. Можно вопрос пару слов, пожалуйста? Не поняла. Можно вопрос пару слов? Ну, если я смогу что-то сказать вам. Хорошо. Сегодня Финляндия вступает в НАТО. Как вы могу сказать за это? Я политикой не особо увлечена, но я за мир и за понимание между всеми людьми земного шара. Ага. Чтобы нас ничего не разделяло. Ага. Понимаете, чтобы каждый подумал о будущем своих детей. А это значит, что мы должны пересмотреть все ценности, оттолкнуться от самого главного, от любви друг к другу. Возлюби ближнего. Это и самая главная заповедь. И если каждый человек глубоко это осознает и повернется, понимаете, и пойдет к любви друг к другу, без понимания НАТО или там другие организации, чтобы перестало это быть значимым. Только сохранение понимания, любви. Больше мне нечего сказать. Мы все тут всех любим и все за мир. У нас нет других вообще критерий, понимаете? Самая главная ценность. Возлюби ближнего своего. Все. Я, конечно же, против. Но если я понимаю, что это делит мир. Против? Да, я против НАТО, конечно. Ага. Почему? Ну, потому что делится мир. Понимаете, мир делится на организации. Следовательно, это уже не цель всеобщего объединения, цель разъединения. Когда мы разъединены, у нас нет, понимаете, то, что нас сближает. Что нас сближает? Только любовь и мир. Все, другого нету. Можно сказать, вы русский или украинский? У меня дети в Украине, я здесь родилась. И между русскими и украинцами нет никакого вообще разницы, никакой. То есть мы одно целое. Это у меня папа украинец, мама русская. Я люблю Украину, люблю Россию, а Россия меня вырастила. Когда я росла, это было как бы Советский Союз. У меня нет понимания, Украина плохо, а это просто то, что происходит в Украине, люди не влияют на это, не влияют люди. А это только руководство этим занимается. И как вы думаете, почему война сейчас? Ну вы же понимаете, война это интересы людей, которые ставят очень большие ставки, берут. И они прежде всего отталкиваются от своего состояния, всего материального. Простому человеку некогда заниматься вот этими
как бы территории мы не делим. Мы же жили все все целое. Вся страна была одно целое. Вот Украина и Россия когда-то было целое. Ну а потом пошла дележка, и в результате мы уперлись вообще во вражду. Ну кто ее разогревал, эту вражду? Если я вас не знаю, а говорю вам, что я за любовь и за мир, а тем более там, если там наши родственники в Украине, как мы можем воевать? Никак. Вот представьте, да? Ваши дети и внуки там, а мы здесь. И что? Как я могу вообще? У меня не вкладывается это в голове. Война бессмысленная, вообще бессмысленная. Нужно дружить, нужно объединяться. Но я же простой человек, у меня интересы именно, понимаете, вот на сегодня прожить, вот как Бог сказал, вы сегодня проживите с любовью, с миром, а завтра отдайте в мои руки, в Божьи руки. Я человек такой, вы видите, у меня, я очень просто мыслю, просто и понятно, чтобы мы были все объединены на основе взаимного уважения, взаимной дружбы, взаимной любви. Война не имеет никакого смысла. Это только горе, слезы, смерти. Это вообще, это непередаваемое. Вы же видите, у нас весь город разбит. Ну вот смотришь, за что вы нас убиваете, да? Ну, кто убивает? Кто сделал это? Кто сделал? Ну летят снаряды откуда? С какой стороны они летят? Те, кто возле Донецка сидят. Вы местный? Я знаю точно, что это... Кто нас обстреливает? Тот, кто войну разжег. Кто? Кто разжег войну? Власти Киева, которые не... Донецк вообще, это, как вам сказать, это город, который прежде всего он промышленный. Здесь люди все время знают, что такое кусок хлеба. Это трудно зарабатывается здесь все у нас вообще. И мы не витаем в облаках. Мы знаем, что такое труд, и знаем, что такое, как бы, жизнь на сегодня. Вот прожить за то, что ты отработал, поел, немножко там, у кого-то там какие-то, может, отдохнуть куда-то и все. А потом началось, вот это же со стороны Киева началось вообще, что Донбасс не смирился с позицией Киева, которая начала это все с Майдана. Это ж всем известно, что было в Киеве. Ну вот Майдан начал... В Харцы, скажите, в этом сейчас, в Зугрессе, на пляже лежали люди. Это было 14 или 13 год. Прилетел самолет, поубивали людей, которые просто загорали. Как это объясните? Кто убивал людей? Украинские самолеты это были. Да. И с этого началась война. С этого началась война. Киев сказал, они не стреляют на мирные люди. Конечно. Но вы поживите с нами, вы увидите. Вчера было обстреляно. Я 9 лет уже. Да, знаю. вчера же обстреляли 2 района. 2 района вчера обстреляли. Да мы не хотим никакой войны, мы хотим мира, мы хотим любви друг к другу. Вот, я не знаю. Почему украинские стреляют на мирные? Ну потому что они же знают, кто у них за спиной. У них средств на войну никаких нету. Откуда у них средства? Я жила в Украине, там было так тяжело оплатить газ. Это вообще, это надо было не кушать, чтобы заплатить за квартиру, за газ. Я не платила, у меня долги постоянно были, потому что я кормила детей. И уже тогда в Украине она вся была уже в долгах, понимаете? Сами украинцы не могут выплатить Украине за квартиру. А в связи с чем? Потому что работа мало оплачивается работа. Людям негде устроиться, чтобы нормально заплатить за вот эти вот услуги и покушать, и прожить. И все люди куда-то, я не знаю, уезжают, там зарабатывают где-то за границей, где-то, потому что сама Украина имеет полностью промышленность разрушенная. Промышленность не действующая. Откуда возьмутся в государстве деньги, когда она не развивается промышленно?
А раньше это же было тоже промышленное, это соединение с какими-то другими там соседними государствами, давало возможность развития. А если они отгородились, и все время откуда-то эти деньги прибывают, я не знаю, на каких там условиях прибывают эти деньги в Украину. Ну, в общем, Украина не собиралась развивать. Все закрывается, все разворовывается. И вот на этом воровстве, понимаете, мы же видим, как дурачится народ. Обещается, но ничего не выполняется. Народу тяжело очень на Украине жить. Там никто не выживает. Как вы чувствуете, какой страна мы сейчас? Да нет, какой страна это? Ну, конечно же, у нас позиция, понимаете, прекратить политику именно, как это сказать, ну, во-первых, поддерживает, я считаю, что Украина не нашла пути к мирному урегулированию, если мы против, понимаете, Восток и Запад, это получается две разные позиции. Вот мы восточная часть, у них западная часть. И у нас получается взгляды справедливости. Если выбрали Януковича, он должен был свой, 4 года быть президентом. Его свергли. Каким путем? Насильственным путем. Насильственным путем. И здесь получается это как бы вызов с этой стороны. Значит, вы хотите по своим правилам жить или как? А эти правила, взгляды не считаются? Беспредел, получается, управляет Украиной. Вот беспредел. Были выбраны выборы президента. Это было всеобщее, как бы, выбор президента. Но к нему ж не прислушались, и все, получается, начали вероломно это все делать. С угрозами, с насилием. И куда насилие? Понимаете, если начинается все с крови, вот Майдан это кровь, пролилась кровь. Если все хорошее начинается с хорошего. Если там пролилась кровь, вы считаете это как? Это позиция какого человека? Мирного, да? Дружелюбного, уважающего. Эта позиция уже попахивает чем? Войной. Уже они пришли с позиции силы и убийства. Донецк не поддержал это. Донецк сказал, нет, мы против этого, против насилия, против крови, против убийства. И все. Какой страна Донецк? Мы принадлежим России, конечно же. Не Украина? Нет, конечно. Но получается, у Украины не изменилась политика, понимаете? Она не изменилась. И тут те обстрелы, которые 8 лет, вот 9-й год обстрелы, ну за что разрушаются частные дома у людей, квартиры, убивают людей? Почему они имеют право убивать людей, объясните? Если есть поле битвы, да, решайте вопросы там, где есть две стороны, где есть там, где выяснять отношения. Нет, нужно заранее, понимая, куда вы стреляете. Вы стреляете в черту городскую, там, где люди живут. Вы же пройдите, посмотрите, все разрушено. Все разрушено. Вот они как начали на Майдане, они по сей день не перестают разбивать и убивать людей. Поэтому как можно сказать, что я хочу присоединиться к Украине? Я не хочу присоединиться. Мы, как бы сказать, я на русском языке с вами разговариваю, да? На украинском мне сложнее. Но если бы вы говорили на украинском, я бы вас за это не могла не уважать или ненавидеть. У нас все песни на украинском, прекрасные песни. В театрах вот ставились спектакли на украинском языке. Люди шли, слушали. Не речь идет о языке, речь идет о нравах, о тех нравах, вот понимаете, люди просто продались, я не знаю, против своих людей пошли. Ну как это объяснить? Но должна же быть позиция была вот урегулирования при помощи диалога, да? Вот диалог. Почему мы вас не поддержали? У нас разные позиции, да? Но где-то ж есть середина. Почему в Швейцарии 26 кантонов, да? В Швейцарии. И там 3 языка. И все живут как-то в одном государстве, уважая друг друга. Почему здесь позиция уважения вообще не рассматривалась? Только позиция крови и убийства. Что это такое? И все.
Больше нечего сказать. Как зовут? Светлана. Все, приятно, спасибо. Да, Спасибо ну вам извините, может Нет, я нет. что... Сегодня в Финляндии вступит в НАТО. Что вы могу сказать за это? Ну что я могу сказать? На самом деле меня волнуют вопросы, которые касаются Донецка, касаются нашей республики. Вступает ли Финляндия сегодня в НАТО или не вступает? Мне абсолютно по барабану на самом деле, потому что так как этим людям было все это время плевать на нас, я не думаю, что мы, как граждане Донецкой Народной Республики, должны беспокоиться про Финляндию, либо Италию, либо Францию. Мое мнение такое. И что вы думал будет дальше за Донецк? Дальше судьба Донецка какая? Да. Я думаю, что у нас будет победа. Мы победим только так. Да? Да. Какой страна это? Еще раз. вопрос. Какой страна Донецк? Какая сторона чего? Страна. Страна? Да. Россия. Определенно Россия. Она всегда была Россией. И жители Донецка всегда считали, что они русские жители. Всегда, даже находясь в составе Украины. Это мое такое мнение. So, вы русский или украинский? Я русский или украинец? Да. По национальности у меня русская. Ага, вы родился Но тут? всегда я жила здесь. То есть я жила в городе Торезе, просто это под Донецком. Теперь я живу и работаю в Донецке. Это моя родина, но я русская. Как зовут? Александра. Спасибо большое. Спасибо. Мы журналисты. Можем вопрос вы пару слов? Хорошо, можете какие вопросы задать? Сегодня в Финляндии вступит в НАТО. Что вы могу сказать за это? Митинг будет? Или что? Сегодня Финляндия вступила в НАТО. Что В вы по НАТО? этому поводу? Но я им сочувствую, Почему? потому что выбрали не того надежного друга. Но я считаю, что это самый глупый поступок, что они могли сделать. Что проблем НАТО? А? Что проблемы НАТО? В чем проблема? В чем проблема? Ну, потому что я считаю, что НАТО это ненадежный партнер, так сказать, что, ну, они, в общем, не будут. Сейчас сформулирую. Ну, я считаю, что они не будут под защитой. В любом случае, они будут использованы НАТО. Ну, они, получается, свою страну подвергают потом дальнейшим каким-то событиям. Если будет где-то война, им придется вступить и жертвовать своими жизнями, чтобы воевать. И можем вопрос? Вы русский или украинский? Русская. Ага. И вы родился где? Я что? Вы откуда? Где вы родились? Я родилась в Красном Лимане. Вот Ага. так вот. Ну, Это- раньше было украинское гражданство, а сейчас российское гражданство. Ага. И какой страна мы сейчас? Мы сейчас Россия. Да? Да. Все мир сказал, это украинец. Ну, то, что они говорят, это их мнение. У нас есть, вот у меня русский паспорт есть, и я здесь по русским законам живу, поэтому я в России живу. То, что они там себе придумали, что мы Украина, да, возможно, когда-то мы были Украина, сейчас мы Россия. Ага. И что вы думал, что будет дальше за Донецк? Но я считаю, что мы в надежных руках. Я надеюсь, что Россия нас защитит, и мы будем вот цвести и жить лучше, чем жили раньше. Да? Да, я надеюсь, да. Спасибо. Скажите, как вас титровать? Меня зовут Анжела. Хорошо, спасибо. Все, до свидания. До свидания. Сегодня в Финляндии вступит НАТО. Ага, НАТО. Да, Финляндии. Что вы могу сказать за это? Знаете, мы по таким вопросам не специализируемся, так что Ну, может быть, личное мнение, что думаете по этому поводу? да как думаем. Никак не думаем, правду вам скажем. Ага. То есть Вот, мы- сколько лет вы? нам по 19 лет. 19, да? Да. Ага, понял. Мы политически особо, ну как, поверхностно, может быть, в каких-то вопросах, а так в целом. Ты был как 11 лет, когда война началась, да?
Да, где-то так. Мгм, понял. Ну, тяжело? Ну, как вам сказать, когда в этом всем растешь, то есть оно, с одной стороны, да, лишаешься каких-то возможностей, но с другой стороны, как бы, детство есть детство, то есть это... Помню, когда война начала? Да, помню этот день, кстати, был в школе, это вот 14-й год, весна, как мы сидим все в школе, потом начинают летать самолеты, вот, нас начинают эвакуировать, такая, ну, как небольшая паника у всех. И вот с того дня как бы все пошло-поехало, как говорится. Самолет это был украинский, да? Да. Да, самолеты были украинские, да. 14-й год. Вот. Ну, а потом как-то в этом всем, скажем так, привыкли потом к тому, что вот так надо как-то жить. И со временем мы как-то адаптировались к этому. Вот. И живем, в принципе. Ну, что вы надеетесь будет дальше за ты? Еще раз. Как вы думаете, что будет дальше? Что нас ждет? Нас ждет, я считаю, победа и расцвет Донецка, потому что этот город за эти 8 лет достаточно натерпелся, скажем так, негатива и экономически, и политически, вот. Так что, я думаю, будет расцвет. Конечно, когда это наступит, я не могу сказать, сколько на это нужно времени, 5 лет, 8 лет, ну, Что вы сказал победе? Что, какой победе? Что нужно за победе? Что это? Ну, понятие победа, я имею в виду какое-то вот некое благополучие, чтобы прекратились боевые действия. Нам, по сути, знаете, вот, важен уровень жизни, а политически, где мы будем, мы не особо обращаем на это внимание. То есть, в любом случае, уровень жизни. Ты русский или украинский? Я донецкий. Да? Я донецкий. Какой страна это Вы Донецк? знаете, сейчас такая есть небольшая как теория, то что мы уже донецкие, знаете, это те, которые вот как белорусцы, русские, украинцы, а вот мы просто донецкие. То есть мы не те и не те. Мы свои. У нас, понимаете, люди, не сговариваясь на протяжении этих 8 лет, уже думают одинаково. То есть, понимаете, вот мы выросли в этой обстановке, так сказать, военной. И не сговариваясь, люди, в принципе, имеют одно и то же мнение между собой. То есть мы, если встретим где-то донецкого, допустим, не в Донецке, то мы найдем общий язык. То есть у нас есть вот что-то вот, знаете, какая-то родственность, вот что-то такое вот связанное между нами. И я считаю, это хороший параметр, чтобы считать себя именно вот, ну, народом, правильно. Вот. Так что мы донецкие. Да? Да. Понял. Как зовут? Дима, Лиза. Все, спасибо. спасибо вам большое. Сегодня Финляндия вступит в НАТО. Что вы могу сказать за это? Не знаю, а что сказать? Не, хороший, плохой? Я не знаю. Я не читаю политику. Не интересно это, да? Все, хорошо, спасибо. Сегодня Финляндия вступила в НАТО. Что вы по этому поводу думаете? Да все равно куда они вступают. Главное, чтобы мы победили. А все остальное, настанет мир и будет все хорошо. А, и что нужно за победу и за мир? Что нужно? А что нужно для этого? Чтобы закончились боевые действия. Я думаю, а там политически это все решится. И мы придем к миру. Да? Ага. Какой страна мы сейчас? Сейчас Да. в России Да? Вы русский или украинский? Или... русский. Да? Почему? Потому что я рожден в России, Да? И откуда? с Донецка. А, ну, все, понял. Спасибо. Не за что.
Сегодня в Финляндии вступаю в НАТО. Что вы могу сказать за это? Вступает в НАТО. Да. Ну, грустно им будет, вот и все, что я могу сказать. Грустно им, грустно. Что вы хотели спросить? Сегодня в Финляндии вступаю в НАТО, НАТО. да, Что вы понятно. могу сказать за это? Ну, мы сожалеем. Страна, которая была нейтральной и была близкая к СССР, ну, нам это обидно, да. Мы Да? против Да. того, чтобы Мы Финляндия обидно. вступала Ну, в НАТО. против, не против, это у нас не спросили, да. Да. И что будет дальше? Дальше. Ну, я надеюсь, премьера переизбрали на фоне народ, будем говорить. Вы знаете, что премьера Финляндии переизбрали. То есть вся вот эта вот политика, которая сегодня проходит, антироссийская, она боком отражается на руководителях вот этих европейских государств. Вы русский или украинский? Я украинец, но я украинец, будем говорить, я украинский интернационалист. Я за дружбу народов, любых. Ага. Да. И какая страна Донецк? Ну, сегодня пока не тот, который бы хотел, но я хотел бы, чтобы это была часть Союза Советских Социалистических Республик. Ага, ага. Да. И думал, это возможно? Это возможно, это нет, возможно, думал, это сегодня желание большинства людей. Да. Думал, это возможно обратно Украина контролировать? Или? Я не понял, еще раз. И, вы думал, это возможно Украина еще раз? Ну и в том числе и Украина как составная часть Союза Советских Социалистических Республик. Ага. В составе И России. что, Да. если Не в вы, Ростов, да. если вы пару слов могу сказать Зеленский, что вы могу сказать Зеленский? Да. А Зеленскому? Ну, пусть девчата скажут. Слово одно. Что? Предатель. Предатель нации, предатель народа, предатель. Веры человека. Почему? Предатель. Ну, Так как он ведет себя, то, что происходит с УПЦ, это вообще невероятно. Это поток ненависти, это невероятно. Бог ему судья. И что вы могу сказать за Путин? Путин молодец. Почему? При всем этом давлении выдерживает такой удар дает будущее не и только не сеет ненависть. России, Российской Федерации, а всему миру. Ага. И вокруг него объединяется сейчас это то будущее, которое выйдет на тот уровень. Это может быть другой Советский Союз будет, может по-разному называться, но это то, что сейчас каждый человек мира, который понимает, что происходит война, который понимает и осознает, что должен в каждом доме, в каждой хате, будем говорить, мир. И если этот человек осознает, то и на Путин больше, у него намного больше, будем говорить, той ответственности. Это не та Россия территория, это вся вот та планета мира, где именно люди желают мира. И он за это. И мы тоже за это. Спасибо. Лучший лидер в мире. Здравствуйте. Можно пару слов? И сегодня в Финляндии вступаю в НАТО. Что могу сказать за это? Без комментариев. Без комментариев. All right, you've seen from the people here in Donetsk what internationally is called Ukraine, but you see the vast majority of the people call it Russia. Because they've been fighting against the Ukrainian government for 9 years, not just the last year like you've been told by the Western mainstream media, but the people tried to break away from Ukraine 9 years ago. And they've been fighting for it ever since. And now all you hear in the Western mainstream media is what the West wants you to believe. So watch things on both sides of the line. Like I say in all my reports, watch my reports, but also watch reports on the other side of the line. Because there's thousands of journalists doing English reports on that side. Not so much here. But I do what I can to show you the facts here on the ground in Donetsk and beyond. So please like this video, share it across all social media. Remember, we're totally independent, crowdfunded journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description. Let's go get some more important news.